Несмотря на то, что до нового сезона в eFootball остается еще около месяца, а сами Konami точно так же, как и мы, пребывают в небольшом отпуске, тем не менее в игре контент обновляется. Обновляются фазы в дивизионах, обновляются пропуски на матч, а вместе с ними и весь сопутствующий контент в виде паков и ивентов, о чем и предлагаю поговорить. Тоже мы успели получить в первое обновление 2024 года. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Как я успел обмолвиться еще в самом начале, это небольшое оперативное обновление, которое вроде как и не оперативное обновление, обновило фазу в eFootball, а именно обновило фазу непосредственно в дивизионах, а также обновило пропуск на матч. Естественно, обновление фазы eFootball сопровождается получением мелких наград за прохождение дивизионов, и, естественно, обновление пропуска на матч обновляет награды, которые вы получаете за прохождение определенного количества матчей. Но, в принципе, эти награды нас не сильно интересуют, а интересуют именно карточки, которые появились в рамках этого пропуска. Стоит признаться, что в кои-то веке за очень большое время карточки, которые представлены в пропуске, очень даже интересные и в лишний раз кого-то могут убедить потратиться на эти самые пропуски. А именно, в ценном пропуске добавили Тони Кросса, в то время как в премиальном пропуске добавили Бакаэко. Не путаем с однофамильцем, который играет в полузащите. Бельгийца можно назвать типичным бегунком, поскольку его отличающиеся скиллы — это скорость и непосредственно дриблинг, но в лишний раз на фланге атаки будет смотреться очень даже интересно, поэтому если у вас есть лишние, скажем так, 1000 монет, можно попробовать. Ну а касаемо Тони Кросса, много говорить не приходится, сама моделька в этой игре у него приятная, хорошие пасы, несмотря на то, что сам Тони Кросс не сказать, что быстрый футболист, все-таки интересно будет его попробовать, и скорее всего даже я потрачусь на пропуск ради его карточки. Что же касаемо обновления паков, то здесь произошли изменения только в номинальных паках, поскольку команда недели — это по сути сборная солянка из предыдущих наборов команды недели, и хочется сказать то же самое, что я написал в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, если не подписаны. Если у вас нет как таковой возможности задонатить в эту игру, и вы добываете монеты только исключительно по праздникам, когда Konami их сами раздают, и просто наигрывая ивенты на 50 монет, то этот пак вам лучше не крутить. Потому что из 33 футболистов, или сколько их там точно, действительно хороших игроков в этом паке, ну, всего ничего. И несмотря на то, что Konami специально привлекают наше внимание хорошей карточкой Де Йонга или же Месси, все-таки оно того не стоит. Вероятность падения этих карточек, она прям минимальная. Если, скажем так, вам не выпало с первой крутки или с той же бесплатной крутки, то, скорее всего, эти карточки вы выловите только в конце. Ну и в том случае, если у вас есть кто-то из ранее упомянутых игроков, которые присутствуют в паке, очень велика вероятность дубликата. Поэтому, как говорится, на свой страх и риск. Также вкратце упомяну, что все еще действуют наборы эпических игроков и игроков Showtime, то есть если вы хотите выловить Роналду, то у вас еще есть время до понедельника, а что касается эпических игроков Испании, то у вас есть еще целая неделя, то есть пак будет доступен до следующего четверга. Что же касается номинальных паков, как обсуждалось в одном из предыдущих роликов, добавили пак с MVP игроками и с игроками турецкой лиги. Турчага — отличный вариант для соответствующих ивентов, по аналогии с японскими номинальными паками, с бразильскими и так далее. Поэтому, если у вас есть лишние 3-звездочные, 4-звездочные номинальные контракты, в принципе, можете потратиться. Да и чем черт не шутит, можете потратиться даже на Икарди. В принципе, далеко не самый худший вариант. Почему бы и нет. Что же касается другого номинального пака, а именно MVP пака, к сожалению, что Кросс, что Бакаэко у нас, по сути, в пропуске на матч. В то время как все оставшиеся игроки, ну, такое себе. Привлечь внимание может разве что Райс, если вы не располагаете одной из его предыдущих версий в своем составе. Ну и, возможно, Гризман, если вы его не вылавливали в одной из предыдущих команд недели, потому что, по-моему, в этом сезоне он появлялся достаточно часто. Ну и, скорее всего, Тадибо кого-то заинтересует в целом, не столько как моделька, сколько в целом игрок, которого ждут уже очень-очень давно. И убедительная просьба отписать в комментариях под этим роликом, если вы соберетесь подписать кого-то из оставшихся игроков, у которых рейтинг 79 или 80. Например, кому нужен тот же Ругани, если вы не собираете сборку Ювентуса. Но если по каким-то причинам вы захотите взять его в свой состав, то обязательно уведомите меня об этом. Интересно, как много игроков в комментариях найдутся. Ну и совсем уж вкратце про ивенты, потому что много говорить, как всегда, не
приходится, ивенты идут по второму кругу, если уже не по сотому. В принципе, это знакомые нам уже национальные команды, как против искусственного интеллекта, так и против реальных соперников. Это всем знакомый нам Золотой Гол, который давным-давно полюбился. Ну и в принципе на этом все. С сегодняшнего дня протекает последняя неделя в рамках праздничной новогодней кампании, и со следующего четверга Konami должны выйти из отпуска. И я так понимаю, что, они должны поактивнее начать работать над контентом, вернутся те же команды недели, ну и, возможно, еще что-нибудь интересное придумают. Поэтому до следующего четверга все еще выходим из состояния анабиоза, постепенно просыпаемся после гулянки, забываем про салатики, ну а до тех пор катаем обновленные ивенты и тратим голду на повторение пака команды недели. В комментариях пишите, будете ли вы тратиться на пропуск на матч ради Бакайоко или Кросса, кого возьмете за номинальные контракты, и решились ли крутить пак из 30 игроков команды недели. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые, и про соцсети также не забывайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!